Короче, тут в Дананге карантин начинается с 12 ночи. И мы сейчас вот в 10 вечера собрали быстренько манатки и будем бежать отсюда. Вот, транспорт готов. Денег нет, работы нет. Мы спим в палатках, мы спим в лесах, мы спим на пляжах. Во Вьетнаме 11 человек заболели на фоне появления нового типа вируса. Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса. Что за коронавирус нового типа нашли во Вьетнаме? Пора бежать за гречкой? Власти говорят, что людей поражает вирус нового типа, гораздо более агрессивный, чем все ранее известные, более заразные, более опасные. Привет, оа, друзья! Многие мне пишут просто в последний день комментарии, в личку пишут сообщения о том, что вы там нормально, ребят, в Дананге, ну, типа, новый вирус появился какой-то более опасный, более агрессивный. Вот, а мы же в Дананге жили 3 месяца. Ну, мы на самом деле оттуда уже уехали, сейчас мы уже в Давате, и события на самом деле опережают события на Ютубе, которые я снял на месяц примерно. Что-то со мной произошло, не могу говорить на камеру нормально. Как будто первый раз, хотя вроде только привыкать стал за год. В общем, было, да, я решил проверить именно на английском языке и на вьетнамском, на источниках, есть ли такая информация о более агрессивном вирусе, более опасном. Вот. И я начал забивать. Да, есть на самом деле информация о том, что заболело уже 15 человек на сегодняшний день. Сегодня 29 июля. Да, сегодня 29 июля, 15 человек заболело. Как они заболели, тоже непонятно пока. Вроде, ну, не выяснилось на самом деле, хотя вьетнамские новости вбрасывают такие новости, якобы, вбрасывают такие статьи, якобы китайцы пробрались нелегально во Вьетнам, в частности в Дананг, и уже обнаружили там несколько десятков китайцев, которые незаконно прибыли. Их вьетнамцы секретно перевозили там за какую-то небольшую сумму, вот, в микрофургонах. Вот, и, ну, они так делают эту статью под видом того, что якобы так и, ну, пришла зараза. Хотя, мне кажется, видно явно какой-то политический здесь настрой, и настрой против Китая начинается, и людей пугают китайцами, и люди начинают на них злиться. Вот. И вывешивают, видел вот картинки в Хо Чи Мине, вывешивают такие таблички, где пишут, типа, китайцам вход запрещен туда. Ну, прям уже какой-то расизм начинается. Вот. И хотя на самом деле не доказано, откуда этот вирус появился. Возможно, из другого города кто-то прилетел, из Хо Чи Мина, и там кто-то, может, не вылечился до конца. Ну, в общем, может что угодно быть, пока нет официальных новостей, откуда это. Вот также ходят новости о том, что 80 тысяч человек эвакуируют из Дананга. Вот, на самом деле тоже в это я не особо верю, потому что, ну, это как? Ну, типа, сегодня у нас вирус в городе, и мы поэтому рассылаем всех людей из этого города по разным городам и странам, чтобы вообще распространить этот вирус. Не, просто люди, наверное, уезжают, да, последние рейсы делают для туристов местных, которые приехали в Дананг, и, типа, сажают их на карантин. Может, это какие-то брони просто подсчитали. В общем, это не прям так, чтобы массово всех эвакуировали там самолетами, 80 тысяч человек. То есть это все просто новости тоже. И вот, и на английском источнике, на вьетнамском источнике я не нашел вовсе новостей о том, что это какой-то агрессивный и более заразный вирус, что это... Сказано только о том, что, возможно, это какой-то новый тип вируса во Вьетнаме, не во всем мире, а во Вьетнаме. Но это не доказано, то есть делаются сейчас исследования, но это ничего не доказано, и уж точно это не какой-то более заразный и агрессивный вид. То есть это такие новости я нашел только в российских СМИ. Все. Многие люди сейчас застряли в пригородах где-то в Дананге, например, Хоян город недалеко, поехали туда, например, с целью там на 1 день, и в итоге застряли. Сейчас Дананг закрывают на 2 недели. На 2 недели не летают самолеты,
поезда, автобусы, рестораны, кафе не работают, школы. И Олег выехал за пару часов до закрытия границ. Вот, и я как раз попросил его тоже записать видео, как он уехал, зачем он уехал и что планирует дальше, потому что вернуться он теперь не может, и как многие люди не могут вернуться в Дананг обратно, хотя там у него апартаменты, все вещи. Вот, ну, давайте узнаем просто, что он думает и вообще, что он думает об этой ситуации. Так, ну что, ты снимаешь или нет? Всем привет, я Олег, вы все меня уже знаете, видели пару раз. Сейчас я вам немножко расскажу, что произошло в Дананге. Сейчас в Дананге растет количество коронавирусных людей с каждым днем. Они позаражали местных вьетнамцев, вьетнамцы пошли на свадьбы, там, где больше 100 человек, они начали ходить в супермаркеты, в публичные места, и сейчас с каждым днем количество жертв растет. Уже есть случаи даже в других городах Вьетнама, в соседних пока что. Я уехал из Дананга, как только услышал эти новости, как только звоночек зазвенел, я понял, нужно валить, пахнет дело жареным, видимо, работы скоро не будет, и все опять закроют. Я не хотел сидеть дома, не кушать, не выходить на пляж, и я решил двигать. Утром ко мне пришла эта мысль, и уже вечером я сел на свой байк и поехал на юг. Сейчас я держу путь на юг, хочу посмотреть самые классные места, встретить Диму в городе Далат, а дальше будет видно, ведь неизвестно, насколько это все затянется. В Дананге сейчас нет работы, делать там нечего, поэтому я двигаюсь куда-то на юг, посмотрим. Главное, чтобы не было вируса. Не знаю, что делать, денег нет, работы нет, нужно искать новые способы заработка, возможно, онлайн, фриланс. Онлайн-преподавание, кстати, да, есть некоторые места, где можно неплохо зарабатывать, преподавая английский онлайн. Сейчас нужно где-нибудь осесть и заняться этим. Ну, пока что сейчас мы в пути, мы очень экономим деньги, мы спим в палатках, мы спим в лесах, мы спим на пляжах. Доброе утро. Ху-ху-ху. Опа. Пушка. Но, как было ранее, власти здесь к этому относятся очень серьезно, и это одна из немногих стран, где очень быстро пресекли распространение. Первый раз всего 415 случаев, никто не умер. Вот, и сейчас опять же начинаются сразу проверки, заходят к иностранцам домой. Я уже слышу, даже в Далате к иностранцам каким-то приходили, проверяли, не болеют ли люди, нету ли незаконных каких-то жильцов и туристов. Вот, и все резко опять закрыли, и, возможно, истерия это опять не закончилась, и все начинается заново, и сейчас, возможно, опять все города будут закрываться во Вьетнаме. С каждым днем количество жертв растет, и всех еще не выловили, поэтому, мне кажется, это будет расти в геометрической прогрессии, как это было в других странах, как мне кажется. Так что сейчас карантин в Дананге объявили на 2 недели, но мне кажется, это будет гораздо дольше. Мне кажется, не должно быть новых кейсов в течение 2 недель, и тогда начнут потихоньку все открывать. Дананг сейчас полностью закрыли, оградили, отменили все рейсы, самолеты, автобусы, закрыли дороги. Дананг сейчас невозможно покинуть и невозможно туда вернуться. Да, наверное, Миша, все, давай по новой. Все начинается, как и было раньше. Наверное, это нелегкая истерия. Мне кажется, это будет разрастаться. Но будет видно недельки через 2. Всем спасибо. Носите маски. Поэтому мы не очень хотим оставаться в Далате, потому что здесь идеальная, да, погода, но здесь очень много туристов и трафика, и поэтому и дорого, еще дорого. Но нам сегодня наша лендледи, арендодательница, предложила скидку остаться. Может, еще на неделю продлимся. К тому же Олег опять сюда собирается ехать со своим другом. Может, еще зависнем здесь недолго, если нам сделают скидку нормальную. Вот, поэтому... А так хотели бы, да, найти какой-нибудь недорогой просто город, где опять засесть, где можно застрять и жить недорого и без особого потока туристов. Вот, как-то спокойнее,
чтобы было и не дешево. Так, да, кажется, собирается дождик. Все, на этом все. Спасибо за просмотр. Такой у нас был экстренный выпуск. Опять же, это эксперимент. Я вообще не любитель такого формата. Ну, это не то, что не любитель, это не мой формат. Новостной какой-то, полуновостной. Поэтому пишите комментарии, как обычно, ставьте лайки, проявляйте любую активность. Посмотрим, как этот ролик зайдет. Как это полезно для продвижения, делать какую-то более острую тему. Вот. Так что скоро увидимся. Пока-пока. Увидимся завтра. Пока-пока. Alright, so